Вы на канале Новости БП. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил передать полномочия председателя правящей партии Нур-Отан действующему лидеру страны Касым-Жомарту Токаеву. Об этом он объявил в ходе расширенного заседания политического совета партии. Назарбаев остается главой Совета безопасности страны и членом Конституционного совета, а также возглавляет Совет по управлению Фондом национального благосостояния Самрук-Казына. О причинах этого решения рассказали эксперты. Партия Нур-Отан, крупнейшая партия Казахстана, основанная в 1999 году самим Назарбаевым. На прошедших парламентских выборах осенью 2021 года партия заручилась поддержкой 71 избирателя. Почему Назарбаев решил отказаться от этих полномочий, рассказал политолог Талгат Мамыраимов. Нельзя сказать, что такое решение было ожидаемым, на поверхности не было никаких для этого предпосылок. Но между строк можно попытаться прочитать причины этого решения. И тут есть несколько факторов. Во-первых, Назарбаев уже не в таком возрасте, в каком был 20-30 лет назад, когда ему хватало энергии, чтобы держать политическую систему страны на ручном управлении. Сейчас он постепенно освобождает себя от лишних нагрузок. Нур-Отан – это не ключевой инструмент власти в Казахстане, хотя и важный компонент ее идеологии. Но партия требует определенного времени для управления, а Назарбаев не может позволить себе отвлекаться на такие мелочи. То есть Нур-Отан – это не Самрук-Казына, которым Назарбаев продолжает управлять, а через этот фонд финансируются все ключевые активы страны. Второй фактор заключается в крупных западных инвесторах, которые стали беспокоиться насчет двоевластия в Казахстане. Это стало вызывать беспокойство. Появились опасения, что раздрай в системе может привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в стране. Нанести вред политическим интересам и экономическим активам Запада в Казахстане и вообще Центральной Азии. То есть это такой месседж Западу: смотрите, Токаев полновластный президент, не беспокойтесь. Хотя, конечно, Назарбаев остается ключевым актером во всех политических процессах Казахстана. У Дариги Назарбаевой были претензии на этот пост. Да, и это можно рассматривать как отдельный третий фактор. Этим решением Назарбаев дал понять элите, что он не намерен сделать преемником Даригу Назарбаеву. Она имеет претензии на верховную власть в стране и пытается оттеснить Токаева. Назарбаев показал, что якобы делает ставку на последнего, и Токаев для него является более ценным. Думаете, Токаев будет настоящим преемником? Возможно, он останется техническим президентом. Но вероятнее всего Назарбаев поставит несколько человек, которые будут управлять процессами в стране. Все они будут родственниками, и среди них может быть и Дарига.